Чингук открывает свое сердце. Это искреннее послание оставляет армию безмолвной. Привет, армия. Добро пожаловать обратно. На канал по пуб-дате. Ночь, когда мир замер. Бывают ночи, когда музыка. Просто развлечение. А бывают ночи, когда музыка становится языком души. Это был последний случай. Городское небо было необычайно ясным, как будто даже звезды жаждали увидеть то, что должно было произойти. Тысячи армий были там с самого вечера. Некоторые путешествовали по городам, некоторые по океанам, держа в руках лайтстики, баннеры и надежду в своих сердцах. За пределами стадиона воздух гудел от предвкушения. Уличные торговцы продавали еду, фанаты обменивались фотокарточками. А незнакомцы обнимались друг с другом просто потому, что их объединяла общая любовь. Внутри гигантский свинцовый экран отсчитывал минуты, и каждая цифра подпитывала сердцебиение толпы. Когда таймер достиг нуля, свет погас. Одинокий луч света прорезал тьму. И из тени вперед вышла фигура. Джон Чингук – энергичное открытие. Первая половина концерта стала праздником чистого адреналина. Голос Чингука был четким и непоколебимым, его танцевальные движения резкими, но плавными, а каждая улыбка, которую он бросал в толпу, ощущалась словно солнечный свет, пробивающийся сквозь облака. Он бегал от одного конца сцены к другому, пытаясь встретиться взглядом со всеми, с кем мог. Энергия была оглушительной, атмосфера наэлектризованной. И все же между песнями возникали небольшие паузы. Моменты, когда его взгляд сканировал зал. Чуть дольше обычного. Моменты, когда он, казалось, запоминал каждое лицо. Переломный момент, и наступает тишина. После одного особенно мощного выступления. Главный экран позади него потемнел. Музыка стихла. Аплодисменты начали стихать. Почти инстинктивно. Затем на него упал один прожектор. Он держал микрофон обеими руками, слегка склонив голову, делая глубокий, размеренный вдох. На несколько секунд весь стадион словно застыл во времени. Когда он наконец заговорил, голос был таким мягким и пронзительным, что его услышали все. Армия — одно слово. И все же этого было достаточно, чтобы перевести дух тысяч людей. Исповедь начинается. Чингук начал рассказывать о пути, который привел его сюда. Он рассказал о том, как ушел из дома подростком, о том, как пробирался сквозь суровый мир индустрии развлечений. И о моментах, когда он задавался вопросом. Я так много раз спрашивал себя. Достаточно ли я хорош? Заслуживаю ли я всей этой любви? Его голос был спокоен, но в каждом слоге чувствовалась тяжесть. А затем на его губах появилась легкая улыбка. Но каждый раз, когда я вижу тебя, все эти сомнения рассеиваются. Ты заставляешь меня чувствовать себя как дома. Слово «дом» словно разносилось по всему залу. И для многих оно звучало не только в ушах. Оно отдавалось эхом в их сердцах. Воспоминания, совместное путешествие. Пока он говорил, главный экран позади него снова загорелся, но на этот раз без графики или эффектов. Это был монтаж воспоминаний. Первые дни в тесной репетиционной комнате. Их первый крошечный концерт в маленьком зале с рядами пустых сидений в глубине. Их первое выступление за границей. Мальчишеский смех Чингука за кулисами. Слезливые речи на церемониях награждения. Визуальные эффекты были сырыми, неотшлифованными и настоящими. Резкий контраст с величием вечера. И на этих кадрах его голос продолжал звучать: «Ты была со мной все это время. Когда я чувствовал себя на вершине мира, ты была рядом. Когда я чувствовал, что падаю, ты тоже была рядом. Не всем это дано. И я благодарен за это каждый день». Слезы в толпе. Первые ряды уже плакали. В голос. Некоторые крепко обнимали друзей.
Другие держали плакаты с надписью «Мы ваш дом» или «Мы останемся». В вышине под напором слез мать и дочь, прилетевшие из другой страны, обнялись, и слезы ручьем хлынули по их лицам. Этот шанс начался тихо: «Мы любим тебя, Чингук». И становился все громче, пока весь стадион не кричал об этом. Чингук опустил голову, словно пытаясь удержаться от нахлынувшей волны эмоций. Обещание. Когда он снова заговорил, его голос слегка дрожал. «Пока ты здесь, я буду петь. Как бы ни был труден путь, я хочу, чтобы мы продолжали идти вместе». И в тот момент он не чувствовал себя знаменитостью. Он разговаривал со своими фанатами. Казалось, будто друг дал клятву на всю жизнь. Стадион взорвался. Раздались ликования, слезы и аплодисменты, все сразу. За кулисами, даже спустя несколько мгновений после того, как Джункук сошел со сцены на короткий перерыв, к нему тут же подошли сотрудники, протягивая полотенце и воду. Некоторые ободряюще улыбнулись, другие просто похлопали по плечу. Один из старших членов команды прошептал: «Это было прекрасно». И Джункук ответил легким кивком, его глаза все еще блестели. Даже хэштег «Решетка будет остаться» стал самым популярным трендом во всем мире. В Бразилии фанаты собрались поздно ночью на городской площади, чтобы посмотреть клип на проекторе. В Японии заголовки гласили: «Джункук – айдол, говорящий от всего сердца». В Индонезии фан-художники не спали всю ночь, рисуя Чингука в окружении символов дома. В США на YouTube появились видео с реакцией. Многие из них показывали, как люди плачут, наблюдая за выступлением. Это был не просто момент концерта. Это было эмоциональное событие мирового масштаба. Размышления. Почему это было важно? Слова Чингука были наполнены редкой честностью. Он говорил не как суперзвезда или безупречная личность. Он говорил как человек со своими страхами, надеждами и уязвимыми местами. Для фанатов этот момент был словно пробитие невидимой стены, всегда стоявшей между сценой и залом. Как будто расстояние, создаваемое светом, ограждениями и возвышением, внезапно растворилось в воздухе. Джункок был не просто исполнителем в свете прожекторов. Он был тем, кто тянулся к ним не руками, а душой. Каждая улыбка, каждый взгляд, каждый едва заметный кивок в сторону фанатов ощущались как личное признание. Это напомнило всем присутствующим о чем-то глубоко простом, но часто забываемом. Любовь — это улица с двусторонним движением. Он отдается музыке, его голос несет на себе груз бесчисленных бессонных ночей, бесконечных репетиций и невысказанных жертв. В ответ фанаты дарят ему свою энергию, непоколебимую преданность и веру в то, что он сможет преодолеть все, что преподнесет ему жизнь. И в этом обмене происходит нечто редкое. Связь, основанная не на славе или известности, а на общей человечности между артистом и публикой. Завершение воспоминаний, которое живет вечно. Финальная глава вечера началась с песни, которая, казалось, имела больше вес, чем любой бис. Ее вступительные аккорды плыли по арене, словно тихое признание, неся не только мелодию, но и смысл. Каждая строчка была исполнена не просто для развлечения, но и для связи. Словно каждое слово было письмом, написанным каждому человеку в зале. Свет на арене померк, пока сцену не озарило лишь теплое сияние, отчего огромное пространство стало казаться интимным, почти хрупким. Некоторые фанаты закрыли глаза, позволяя музыке окутывать их, словно одеялом. Другие записывали каждую секунду, отчаянно желая сохранить этот момент навсегда. Воздух был полон эмоций, не хаоса ревущего концерта, а тишины, которая наступает, когда сердце слушает в унисон. Когда последняя нота растворилась в воздухе, никто не спешил уходить. Толпа даже не подумала сесть.
Вместо этого они встали на ноги в идеальном синхроне, словно ведомые одной невидимой нитью. Голосы слились в скандировании его имени снова и снова, все громче, живая волна благодарности и преданности. Чингук стоял, глядя на море лиц. Затем, с мягкой улыбкой, он начал пятиться к выходу. Каждый шаг был медленным, размеренным, словно он не хотел, чтобы вечер заканчивался больше, чем они. Его взгляд в последний раз скользнул по всей арене. Убеждаясь, что ни один уголок не остался незамеченным, ни один фанат не остался незамеченным. И, возможно, в этом коротком обмене взглядами между одним человеком и тысячами душ все они что-то поняли. Это был не просто концерт. Это было воспоминание, которое они будут хранить в тихих минутах своей жизни.